Всем привет, ребят! Сегодня снимал последний рейс на траке, и мне приходило экстренное оповещение, первое, второе, третье. Я уже начал подозревать, что, наверное, я нахожусь в том районе, где что-то происходит. Я начал смотреть, там написано экстренное оповещение, пожар, level 3. Я взял сразу же телефон и пошел на улицу посмотреть, что же у нас происходит. Когда я вышел на улицу, я увидел облако дыма над домами. Ой-ой-ой, это ж прям возле меня, походу. Оно все разгорается, видите, вот по ветру видно, что ветер. И это плохо, когда ветер, оно все треплет, оно очень быстро разгоняет. Самолеты-то прилетают, но смотрите на размер самолета, вон самолет летит, который скидывал. И посмотрите на этот пожар, ну что они уже там сделают, ничего. Я взял машину, поехал посмотреть, близко ли, далеко пожар находится. Когда я поехал и посмотрел, где находится пожар, он еще был на достаточно хорошем расстоянии от моего дома, поэтому я понял, что нужно быстро позвонить тем людям, которые тоже находятся в этом районе. Когда я позвонил нашим родственникам, я понял, что к ним не дозвониться. Когда я дозвонился, они оказались на кемпинге, и означает, что их дом без присмотра. Они сказали, если что, зайти, где что взять и как машину выгнать. На всякий случай все рассказали, если пожар дойдет до нас. Вот где я нахожусь, а где вот пожар. И оно показывает желтая зона. Это уже электричество тут везде отключили. Вот сюда идет огонь, то есть сюда придет через некоторое время. Сюда тоже показывают. Оно все разгорается и идет прямо на город. Вот наш город, вот я на окраине, оно идет прям вот сюда, прямо моя сторона. Все началось 1 августа 2026 года к северо-западу Спокена. Это началось где-то в полдень. Я спокойно себе монтировал видео, ни о чем не подозревал, но начался сильный быстрый пожар, получивший название All Trails Fire. Из-за сильного ветра и высокой температуры, очень сухой растительности, огонь начал распространяться с огромной скоростью. Уже через несколько часов пожар пересек реку Спокен и подошел вплотную к домам. На момент съемки этого видео площадь All Trails Fire составляет около 3500 акров. Кроме того, продолжают гореть еще другие районы, около 1200-1300 акров. Из-за быстрого распространения огня сразу же были объявлены высшего уровня эвакуации. Тысячи жителей получили приказ немедленно покинуть свои районы, жилые дома. Под угрозой оказалось больше 4000 зданий, были больницы и другие объекты. В некоторых районах отключили свет, в некоторых районах он уже просто перегорели столбы, они валялись. Причина пожара пока официально неизвестна. Пока я ехал, я несколько раз видел, как автомобили останавливала полиция, разворачивала полностью трафик, перекрывала дорогу, потому что неизвестно было, где будут следующие очаги возгорания. Был сильный ветер, сухая трава и пепел мог упасть и поджечь новый очаг, и из-за этого перекрывались многие районы. А уже в тех районах, которые были очень близко, полиция полностью объезжала каждый дом, заезжала в каждый двор, стучали, звали, чтобы все эвакуировались. Ездило очень много полицейских. Эвакуация полным ходом идет. Ой, блин, копы не дают даже видос снять. Просто вообще везде и всюду копы. Сейчас я вам покажу пару кадров, которые я тоже снял. Я просто был в ужасе. Я проезжал по улицам слева и справа, все дома сгоревшие, только некоторые дома уцелели. Сгоревшие были трактора, машины, вся техника, прицепы, новый трейлер видел, сгорел и так далее. Очень много людей, конечно, потеряли. Это апокалипсис, ребята. Слева, справа, вот видите, руины. Просто руины. Сгоревшие дома. О, с этой стороны 3 сгоревшие. Просто руины. Ой, тут уже падало дерево, видно, пилили. Вон видно, огонь горит. До сих пор горит. Вот тоже, видите, машинка сгоревшая, не одна. Вот это выгорело. Смотрите, ничего не осталось. Ничего не осталось. Вот смотрите, еще горит до сих пор. Просто капец. Бедные люди. Я, не знаю, я бы расстроился трупом. Мне ж сколько инструментов, сколько всего. Я бы не успел бы это все вывести. И вы представляете, ребята, это же я еду по основной дороге, то есть здесь широкая дорога. Если сейчас свернуть направо либо налево и заехать на какую-то улицу, там я не представляю, что творится. Но мне надо срочно выехать, потому что уже все перекрывают, домой добраться уже не могу. Я уже дважды разворачивался, не могу вернуться домой. Не знаю, мне кажется, сейчас меня кто-то развернет, а вот там эти стоят. Пожарка приехала. Да, ну блин,
вас горит дома, вы даже пожар можете вызывать, не вызывать, их же на всех не хватит. Нету домов, просто нету. А вот видите, этому повезло, целенький стоит. Вообще повезло. Но трава уже вокруг него горит. И тут вокруг горит все. Просто жесть. Перерылись, все закончилось. Но там еще один у нас пожар. Десятки автомобилей проезжал, которые стоят на обочине. Видел, что люди спят в машинах и моторхомы. Все люди спят на обочинах, потому что выехали со своих районов. Может, кому-то некуда, некому поехать. Но также были зоны, в которые вы можете приехать и отдохнуть. Были локации, отмечены на карте. Пацаны после ночной смены, походу, заезжают. Прикиньте, как у них тут сложно все было. Вот и второй пожар. Машин вот таких брошенных в пепле. Короче, тут все перекрыто, не заехать. Вот видите, как нужно делать. Вот это человек делает правильно. Видите, на крыше стоит поливалка. Потому что пожар чаще всего начнется с крыши. Пепел сыпется, все в дыму. Люди включают, поливают траву, поливают крыши. Вот все мокрое здесь у людей. Поливают абсолютно все. Видите, оно льет он на крыши. Вот на асфальт сюда льет. С той стороны поставили, он с самой крыши оно бьет, с самого верха. И правильно делают, потому что если крышу не поливать, именно оттуда и начнется пожар. Санечек, это чисто для тебя. Смотри, какой красавец стоит. Надеюсь, он не сгорит. Да. Пепел сюда долетает, и он упадет на крышу. Видите, там сухого сколько. И вот это начинает сразу быстро же гореть. Также много животных ходит по улицам, идет пожар, они все выбегают на дорогу. Под меня тоже 2 косули выбежало. Это понятно, они убегают из своих локаций, это для них новая эрия, поэтому они тоже испуганные. Нужно быть внимательным в эти моменты. Пожарные стоят абсолютно везде. И также очень много я увидел таких желтеньких тракторов. Они перерывают дорогу, перерывают в некоторых местах землю, проезжают, перекапывают, чтобы остановить вот этот ужас, который происходит. Выбрался я в город, там у нас тоже какое-то возгорание есть, и смотрите, полиция какая ездит. Весь в пыли, весь белый, в пепле. Больше всего меня поразили истории людей, которые рассказывали, что во время пожара они очень далеко доходились от Спокена в течение 2 дней езды или дня езды, что они никак бы не успели вернуться, поэтому они просто сидели и ждали, сгорит их дом или нет. Многие люди ставили на дом поливалки, я также у себя поливал дом, поливал траву. Короче, тут орет, там пищит. Не знаю, слышно ли вам, со всех сторон. Едут пожарные, едут скорые, все едут абсолютно. А я стою, поливая водичкой и думаю, что его делать. Чтобы пепел, если развернется ветер и прилетит ко мне, чтобы не было возгорания никакого очага именно у меня дома. А тем людям, которые были не дома, оставалось просто надеяться и ждать, что их дом уцелеет.
Oh my god. Francis is wall-to-wall cars now. К сожалению, для многих эта надежда уже не оправдалась. Уже среди моих знакомых, среди моих близких, среди американцев я уже знаю, у которых сгорели дом, полностью сгорели все вещи. Они собирались забирать, они звонили, нужен трак, нужно приехать забрать. Потом звонят, отменяют, уже не надо, у нас начала крыша гореть, мы уже уезжаем. То есть настолько все быстро происходило, что многие люди не успели даже свои вещи забрать. Скорее всего, забрали документы, деньги, какие-то, может, важные вещи и уехали. Также над городом летали пожарные самолеты, они сбрасывали не обычную воду, а специальный огнезащитный состав красно-розового цвета. Его используют для того, чтобы замедлить распространение огня и защитить дома, дороги, машины, объекты. После таких сбросов многие улицы выглядели розовыми, красными, деревья, крыши, машины. Этот пожар пытались остановить любым способом. На улицах открывали гидранты, чтобы вода прям текла на улицу. Когда я проехался, посмотрел все своими глазами, я понял, как можно в мгновение просто потерять все, что ты строил годами. Я представил, что здесь у меня будет пожар, я люблю свой гараж, у меня там разложено все по полочкам, я люблю свои инструменты. И теперь представьте, что оно сгорит. Да, многие будут говорить за страховку, но страховка разная бывает. Она бывает не покрывает того, что у вас внутри дома, бывает только покрывает дом. Также после этой ситуации может подрасти ваша сильная страховка, поэтому на страховку сильно надеяться не стоит. В этой ситуации, я думаю, очень много людей пострадало. Девочка одна моей знакомой звонила, американка, она плакала, потому что ее почти все вещи сгорели. Она не знала, что ей делать, и они завтра или сегодня поедут туда на руины разгребать все. Пожар до сих пор не закончился, зона возгорания увеличивается, но пока, слава богу, в мой район она не продвигается. Из-за того, что ветер у нас дует не в том направлении, оно немного уводит его в сторону. На этом все, ребят. Никогда не пренебрегайте такими оповещениями, потому что у нас в Пекине был случай, что был трафик, дедушка не успел выскочить с машины, никто его там не заметил, он так заживо и сгорел. И также не стесняйтесь поставить какую-то поливалку на крышу дома, и так вы можете спасти дом, потому что чаще всего пожар начинается из-за того, что прилетел горящий пепел, он поджег траву, либо поджег крышу. Вот и все. На этом все, как-то так, очень грустно. Всем пока.